Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Всех рада приветствовать. Сегодня представляю мастер-класс по вязанию вот таких вот носочков. Так они выглядят поближе. Они очень мягкие, очень нежные. Связаны они из фантазийной пряжи турецкого производства Alize Softy Plus. Что касается этой ниточки, вы знаете, она очень мягкая, очень такая нежная, действительно очень приятная на ощупь. И изделия, которые связаны с этой ниточкой, они получаются очень-очень мягкие. Я вязала из нее уже пледы детские. И, конечно, они очень хороши для детей. В первую очередь хочу отметить то, что у нас в составе идет стопроцентный микрополиэстер. Это та же самая микрофибра. Казалось бы, синтетика, но она имеет очень важное достоинство. Она гипоаллергенная, то есть не вызывает аллергии. Те, у кого, скажем, аллергия на шерсть, вы можете смело связать также носочки из этой пряжи. Она не вызывает аллергии, поэтому очень хороша именно для детских вещей. Что касается микрофибры, я хочу отметить то, что она имеет тоже очень много достоинств, несмотря на то, что это синтетика. В первую очередь то, что она обладает отличной воздухопроницаемостью. То есть в изделиях, которые будут связаны, тело наше потеть не будет. Вот это вот очень важно. Поэтому для детей, конечно, это рекомендована вот такая вот ниточка. Она очень износостойкая. Причем она не линяет, то есть сохраняет свой первоначальный вид очень долго. И при вязании, при ношении этих изделий не образуются катышки. Так, что касается, скажем, минусов этой пряжи, я хочу отметить то, что вот когда вяжешь, нужно быть очень внимательным. То есть, если потеряется какая-то петля, со спиц упустится, потом ее, ну, скажем, трудновато найти. Поэтому при вязании вот таких вот изделий очень нужно следить за тем, чтобы все петельки были на спицах. И метраж у нас идет 120 метров в 100 граммах. Так, что касается вязания вот этих вот носочков. Знаете, они у меня связаны на размер 39-40. Очень просто. То есть у меня шла здесь резиночка 1 на 1. Дальше идет классическая пятка. Вот она. Так, вывязан клин подъема совсем небольшой. И идет ленточный мысок. Вот даже здесь он тоже немножко просматривается. Вот он. С одной стороны и с другой стороны. Здесь у меня идет лицевая гладь. Манжет, резиночка 1 на 1. И видите, она даже растягивается. То есть, если носить эти носочки, в принципе, можно вот даже заворачивать. Если кому-то, скажем, нужно... И даже так можно носить. То есть носочки очень-очень теплые и очень, конечно, мягкие. Просто ниточка действительно очень приятная. Так, что касается своего размера. Вы знаете, я в первую очередь хочу сказать то, что для того, чтобы связать носочки на свой размер, нужно знать две мерки. Вот смотрите. Я сейчас ставлю картинки. В первую очередь нужно знать обхват стопы. В данном случае мы измеряем именно по самому широкому месту стопы. У меня, допустим, 39-40 размер, это 23 сантиметра. Дальше мы должны знать свою плотность вязания. И эту плотность вязания умножить на обхват стопы. Вот это вот у нас и будет то количество петель, которые мы должны набрать в самом начале. То есть в данном случае у меня было где-то 1,65, если точно быть, умножить на 23, поэтому я набирала 38 петель. То есть носочки связаны очень быстро, потому что здесь петель совсем немного. Так, мы набрали петли, знаем, сколько нужно нам петель для вязания. Кроме этого, мы должны знать еще одну мерку. Это длина стопы. То есть мы должны знать, на какой мы размер вяжем. Поэтому в данной таблице тоже вы увидите, какая длина стопы для каждого размера.
Я думаю, будет все понятно, поэтому из этой ниточки, смотрите, спицы у меня были номер 3. Вязание довольно-таки плотное, то есть оно не рыхлое. Вот видите, если так вот рассмотреть резиночку, даже 1 на 1, она еле просматривается. Так, но лицевая гладь, она получилась немножко более плотнее. Вот таким образом. То есть у меня спицы, еще раз уточняю, номер 3. Так, и думаю, каждый из вас, когда измеряет ширину стопы и длину стопы, вы можете смело вязать вот из этой ниточки. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я постараюсь на все вопросы вот эти вот ответить. Расход пряжи у меня 120 грамм, 2 носочка. Немножко больше, чем моток. Вот это вот у меня осталось от второго мотка. Надеюсь, что это видео будет полезным. Если это так, нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если кто-то еще не подписан. Переходите по ссылочкам в описании, там тоже много есть интересного, полезного по вязанию. Всем приятного просмотра. Так, связан у меня образец, и в этом образце у меня 10 петель. В 1 сантиметре у меня получилось 1,6 петли. Я беру спицы в работу номер 3 и набираю 38 петель. Размер у меня будет 39. Итак, вот я уже набрала 38 петель. Провязала резиночку на 1 на 1. Кстати, я набирала здесь эластичным способом. Вы можете набирать своим каким-то любимым способом, с каким-то другим, можете простым даже. Это не имеет никакого значения, но я набираю обычно, особенно носки, одним способом. Это эластичный. Если хотите, кого-то заинтересует, вы можете перейти по ссылочке. Сейчас она появится в правом верхнем углу. И тоже набрать вот таким способом. Так вот выглядит поближе. Вот это вот наша резиночка. Она, конечно, не очень заметна, потому что, видите, оно получается полотно такое вот, сливается все. Но ниточка, конечно, очень мягкая, то есть носочки будут очень мягкие. Так, что касается в сантиметрах, у меня 12 сантиметров. Ширина 11. Сейчас я буду делить вязание на 2 части. Здесь у меня будет 19 петель. На другой спице у меня 19 петель. И сейчас я буду вывязывать стенку пятки. То есть в работу у меня сейчас пойдет половина петель. И мы будем вязать прямыми и поворотными рядами. То есть провяжем сначала одну сторону, затем на изнаночной стороне пойдем и будем провязывать петли изнаночными. То есть сейчас у меня будут все петли по лицевой стороне лицевые, по изнаночной стороне будут изнаночные. И это будет высота, точнее будет стенка пятки. Сейчас будем вывязывать вот эту вот часть. Это называется стенка пятки. Вот она. Если кого-то заинтересуют, кстати, такие носочки, у меня есть подробное описание данных носочков. Очень интересная пряжа, поэтому, если хотите, можете перейти по ссылочке. Сейчас она появится тоже в правом верхнем углу. И посмотреть, как они провязаны, данные носочки. Пряжа очень хорошая. Так, и будем вывязывать вот эту вот стенки пяткой, как я сказала, 6 сантиметров. В данном случае у меня здесь 5, но мы будем провязывать 6. Вот у нас ниточка с этой стороны. И начинаю вывязывать стенку пятки.
Первая петля у нас будет сниматься вот таким образом. И дальше идут петли лицевые. На лицевой стороне все петли лицевые. Провязываем до конца ряда. Последняя петля провязывается. В данном случае на лицевой стороне последняя петля будет лицевая. Вот так. Так, разворачиваемся на изнаночную сторону. Смотрите, вот этот вот часть мы свяжем с вами. Первая петля у нас снимается. Дальше идут все петли изнаночные. И провязываем до конца ряда. Последняя петля у нас тоже будет изнаночная. И таким образом мы свяжем эту стенку пятки 6 сантиметров. Так, провязана у меня уже стенка пятки 6 сантиметров. Сейчас мы с вами будем формировать чашечку. Вот таким образом. По центру мы оставим 7 петель, по бокам 6. И будем делать с вами убавки следующим образом. Провязываем 6 петель, дальше провязываем еще 6. Седьмую оставляем. Первая петля у нас снималась. Считаем 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель мы провязали. Сейчас вяжем 6. Именно 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, сейчас седьмая петля и следующая петля. Мы с вами провяжем их вместе за задние стенки. Вот так. То есть мы взяли одну отсюда и одну с этой части. Провязали 2 вместе. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Снимаем эту петлю вот так. Идем дальше. Считаем. Вот у нас уже 2, 3, 4, 5, 6. С этой стороны у нас 2, 4, 6. И смотрите, одну, не доходя вот здесь вот, и одну с этой части мы провяжем вместе. Уже изнаночной петлей, потому что это у нас изнаночная часть. За передние стенки. Вот так. На изнаночной стороне мы будем провязывать изнаночной. Разворачиваем вязание опять уже на лицевую сторону. И опять вяжем 6 петель центральных, провяжем последнюю и первую от этой части вместе. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вот эту вот петлю и вот эту мы провяжем вместе за заднюю стенку. Вот так. Лицевой. С этой стороны остается уже 4 петли. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую снимаем, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот видите, она уже видна. Вот эта вот, которая отделяется, это крайняя петля от этой вот центральной части. Провязываем со следующей петлей изнаночной. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Так мы повторяем. Опять провязываем 6 петель центральных. Вот она у нас последняя петля, седьмая и первая следующей части мы провязываем лицевой.
Опять разворачиваемся на изнаночную сторону, снимаем, провязываем 6 петель вот этих, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петля, она у нас уже видна, вот это вот, видите, отделяется. И вместе провязываем изнаночной за передние стенки. С этой стороны уже 3 петли остались. Разворачиваем на лицевую сторону. И таким образом повторяем. Так, вот это вот мы снимаем, провязываем центральные. Не доходя одной петли, вот эту вот мы провязываем со следующей. Если кто-то уже разбирается в этом, вы можете пролистать дальше. Я же провяжу вместе. Снимаем, провязываем изнаночной до предпоследней петли центральной части. Вот она. С этой стороны у нас уже 3 остались. Провязываем вместе и остается уже 2 петли. Разворачиваем на лицевую сторону. Снимаем эту петлю вот так. Провязываем центральной, не доходя одной. Вот она. И за заднюю стенку лицевой петлей провязываем. Здесь уже у нас 1 петля осталась. Вот у нас чашечка. Это у нас уже, видите, она вырисовывается. Разворачиваем на изнаночную сторону. Опять мы снимаем и провязываем центральные петли, кроме последней. Вот она у нас 1. Вот это вот предпоследняя. Провязываем со следующей изнаночной за передние стенки. Вот так. Получается, с этой стороны тоже 1 петля осталась. Вот она. Разворачиваемся на лицевую сторону. Видите? У нас эти 7 петель как были, так они остаются всегда центральные. По бокам уже по 1 петле у нас только осталось убавить. Провязываем лицевые центральные петли и делаем последнюю убавку. Вот она. Опять разворачиваемся уже на изнаночную сторону. Провязываем дальше изнаночными петлями, кроме последней вот этой и вот этой вот. Вместе их провязываем изнаночные. Все. У нас чашечка уже провязана. Вот она. Вот этот наш уже носок начинает вырисовываться. Сейчас мы с вами будем вывязывать клин подъема. Сначала мы будем набирать петли вот эти вот по краям стенки пятки. Так, мы остановились вот здесь вот с вами. Делим чашечку на 2 части. Ну, примерно. Первая часть у нас будет 3 петли, допустим, вторая 4, потому что у нас здесь 7 петель. Значит, 1, 2, 3. Так, вытягиваем вот эту вот спицу, чтобы было удобнее нам вязать. Теперь вторую часть провязываем. 1, 2, 3, 4. Так, сейчас набираем петли. Так, вытянем леску вот здесь вот примерно, чтобы здесь вот тоже было по половинке, удобнее было вязать. Вот так. Так, и набираем петли. Смотрите, у нас тут в принципе абсолютно, можно сказать, не видно, где вот эти вот ряды. Поэтому набираем аккуратненько вот таким образом. Смотрите, просто вот цепляем. Желательно за 2 какие-нибудь стеночки. Именно за 2. Не за одну, а за 2. Вот 1 петля рядышком набираем.
вторая, третья. И таким образом вот набираем дальше. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Так, мы с вами набрали здесь 8 петель. И еще одну вот дополнительно здесь наберем. Вот здесь примерно вот так. То есть 9 петель мы с вами набираем по стенкам нашей пятки. С одной стороны 9 получится. И с другой стороны вот точно так же здесь набираем. Провязываем сейчас верхнюю часть носочка нашего. И здесь тоже будем набирать 9 петель. Вешаем маркер сразу после вот этих вот набранных петель, чтобы знать, где нам делать убавки в клине подъема. Провязываем верхнюю часть носка. Также вешаем маркер и начинаем набирать петли. 9 петель, так же как и по той стороне. Набираем аккуратненько за 2 стеночки желательно. Видите, они выскакивают. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6. Так, смотрим внимательно. 6, 7 за 2 стеночки. Так, 7, 8. Так, 9 петля. И дальше у нас идут вот эти петли чашечки. Здесь у нас было 3. То есть с одной стороны было 4, а здесь уже было 3. И провязываем эти 3 петельки. Так, смотрите, вот у нас получается вязание на данном этапе выглядит следующим образом. Так, вот у нас это чашечка. Мы набрали петли боковые. Сейчас мы провяжем полностью ряд лицевой, а потом будем делать убавочки. Вот здесь вот в клине подъема. Так, полностью провязан у нас уже лицевой ряд. И сейчас смотрите, какая у нас картина получается. У нас по одной стороне вот здесь вот 10 петель. По другой стороне вот здесь вот 9 петель. Внизу 12, а с другой стороны 13. Так, вверх у нас 19 петель. Внизу у нас тоже должно быть 19. Всего должно быть 38. Столько, сколько мы набирали первоначально. Вот здесь у нас 38 петель. Значит, после того, как мы с вами сделаем убавки, у нас должно быть тоже 38 петель. Так, но у нас, смотрите, у нас пока получается 13 с одной стороны, с другой 12. Вот здесь вот у нас 13, а с другой стороны 12. У нас должно быть всего не 25, а именно 19, чтобы было равное количество вверху и внизу. Поэтому нам нужно сделать убавки. Получается 25. Мы должны отнять 19. Это 6 петель. 6 петель мы должны убавить. Таким образом, вот здесь вот мы будем убавлять 3 петли с одной стороны и с другой стороны. Вот где маркер, у нас убавочки будут вот здесь. Вот 1, 2, 3 петля. Вот эти вот лишние петельки, которые мы набирали, мы с вами будем убавлять. Так, довязываем нашу чашечку, затем вот эти вот петли и не доходим 2 петель до маркера.
первая убавка в клине подъема. Вот эти вот две первые петельки перед маркером мы с вами будем провязывать с этой стороны вправо. За передние стенки подхватываем и провязываем лицевой. Вот так. У нас петли тоже будут все лицевые и внизу, и вверху. То есть сейчас мы с вами будем провязывать полностью лицевыми петлями. Сделали убавочку одну. Эта убавка была вправо. Смотрите, как можно запомнить. Пятка у нас с правой стороны, значит убавку мы делаем вправо. Провязываем сейчас вверх полностью до следующего маркера. И будет у нас сейчас убавка. Вторая. Вот с этой стороны. Все петли, как я уже сказала, будут лицевые. Провязываем до маркера. Переснимаем этот маркер. Сейчас у нас будет убавка влево. Смотрите, пятка у нас с левой стороны, значит убавка будет идти влево. Она провязывается следующим образом. Вот эта вот петля снимается, вторая провязывается, и предыдущая набрасывается на следующую. Вот так. Это убавка влево. Сейчас мы с вами дальше вяжем этот ряд до конца, провязывая полностью петли чашечки. Таких убавок, как я сказала, у нас будет 3. То есть мы с вами сделали по одной, еще осталось сделать таких убавок 2 раза. Но они делаются через ряд. То есть сейчас мы с вами будем провязывать лицевой ряд, полностью петли лицевые. Дальше дойдем опять, не доходя 2 петель до маркера с этой стороны, сделаем убавку вправо, вот здесь. Перейдем дальше, провяжем верхние петли, а здесь будет убавка уже влево. Вот эти вот 2 петельки мы с вами тоже сделаем убавку, но уже влево. Провязываем дальше самостоятельно и затем пересчитаем петли. На спицах у нас должно быть по 19 петель, то есть в верхней части у нас должно быть от маркера до маркера 19 петель. И в нижней части от маркера до маркера тоже 19 петель. И все. И дальше мы будем вязать лицевыми петлями до мыска. Провязываем дальше самостоятельно. Я уже провязала стопу до мыска. Сейчас мы будем формировать мысок в сантиметрах, начиная вот от пяточки и до мыска 21 сантиметр. Что касается количества рядов, вот эти вот маркеры, они показывают, что здесь у нас провязано 20 рядов. Это у нас была последняя убавка в клине подъема. И от этой убавки, от последней, вот здесь у меня провязано 20 рядов, здесь провязано 20 рядов, и здесь еще провязано 10 рядов. То есть от последней убавки до формирования мыска у меня провязано 50 рядов. Сейчас у нас будет формироваться мысок. Мысок я буду выполнять ленточный. Вы можете выполнить какой-то другой мысок. На канале у меня есть отдельное видео звездочка. Есть также мысок улитка. Ну, это как кому понравится. Поэтому вы можете переходить по ссылке, находить плейлист. И вы знаете, там очень много, я думаю, полезного найдете по вязанию носочков. Я буду выполнять ленточный мысок. Смотрите, для начала мы с вами сейчас перераспределим наши вот эти спицы. Каким образом? Вот эти вот маркеры, они показывают, что наше вязание делится на половину. Так, вот смотрите, это у нас будет верх, а здесь у нас это низ, то есть подошва. Поэтому сейчас вытянем спицы немножко по-другому. Так, вот таким образом сделаем. Вот это верх будет,
Вытянем также здесь леску, чтобы было нам удобнее вязать. Так, и мы начнем с вами выполнять ленточный мысок. Пока мы с вами на серединке вот подошвы, поэтому довязываем до этого маркера. Вот видите, мы сейчас их будем снимать. То есть получается у нас одинаковое количество на подошве 19 петель, и в верхней части тоже у нас 19 петель. Убавки мы с вами будем делать вот здесь и здесь. Вот я вам покажу лучше таким образом. Вот у нас идет пяточка, так, и это подошва. Мы с вами будем выполнять вот здесь вот убавки и здесь, и они будут идти вот таким вот, скажем, клином. Довязываем до последней петли вот в этом ряду. Пересчитайте, то есть количество должно быть одинаковое вверху и внизу, как тыльная сторона, так и подошва. Так, вот этот маркер уже нам не нужен. Так, и смотрите, первая убавка у нас будет сейчас выполнена. Вот смотрите, вот у нас носочек, так, и мы с вами начинаем убавочку вот отсюда, в начале вот этого ряда. Первую петлю мы с вами будем провязывать, мы ее не будем убавлять. Здесь то же самое. Последнюю петлю мы не будем убавлять, вообще ее трогать. То есть у нас получится одна петля в начале и одна петля в конце нетронутая. Точно так же и на подошве. Первая петля и последняя петля не будет убавляться, то есть мы ее просто будем провязывать. Значит, вот в начале ряда мы с вами будем делать убавку влево. Но первая петля, как я сказала, провязывается. И сейчас начинаем делать убавки. 2 петли вместе с наклоном влево. В данном случае это будет влево. Здесь у нас в конце ряда будет с наклоном вправо. Первая, точнее уже вторая петля. Вот эту вот петля мы снимаем как лицевую. Дальше мы провяжем. И ту, которую мы сняли, набрасываем на следующую, которую мы с вами провязали. То есть это протяжка, убавка влево. Дальше мы провязываем все лицевые, не доходя 3 петель на этой спице. В конце этой спицы, вот смотрите, у нас остается 3 петли. Как я сказала, последняя петля она у нас будет не тронута, а эти 2 петли мы с вами будем провязывать за передние стенки лицевой. Вот таким образом, и это будет убавка вправо. Эта петля провязывается последняя. Вот таким образом мы с вами будем выполнять такие убавки. Сначала идет, еще раз повторяю, влево убавка, а в конце ряда вправо. Единственное, будет первая петля провязываться и последняя провязываться. Дальше идем на уже пятку. Вот у нас пятка, точнее подошва. Это у нас идет подошва. И делаем точно такие же убавки. Но первая петля у нас просто провязывается. А дальше идет убавка влево. Снимаем петлю, следом провязываем. И ту, которую сняли, набрасываем на следующую. Дальше провязываем все лицевые. Доходим до конца ряда. Опять же 3 петли, не довязывая. Так, вот у нас 3 петли эти. 2 петли мы с вами будем провязывать с наклоном вправо. То есть это будет у нас за передние стенки. Вот таким образом. И последняя провязывается. Вот мы с вами сделали убавки сейчас. Сверху и внизу. Следующий ряд
мы с вами будем провязывать без убавок. То есть сейчас мы с вами все петли провяжем без убавок. После того, как мы провязали весь ряд лицевыми без убавок, идет опять ряд с убавками. И мы делаем точно такие же убавки. Первая петля с ним провязывается. Дальше идет убавка влево. И до конца ряда провязываем, не довязывая 3 петель. Вот смотрите, 3 петли осталось, значит 2 предпоследние петельки мы с вами провязываем за передние стенки, а последняя петля провязывается лицевой. Разворачиваем вязание на подошву и провязываем точно так же. Это второй ряд с убавками. Первая петля провязывается, дальше у нас идет убавка. В конце ряда также мы делаем убавку. То есть мы убавляем в одном ряду 4 петли. Вот таким образом провязываем за передние стеночки, последняя провязывается. Так, следующий ряд у нас уже будет без убавок. То есть мы провязываем сейчас полностью лицевыми петлями. И таким образом через ряд мы еще с вами сделаем 2 раза. То есть у нас получится 4 раза убавки через ряд. И тогда у нас на спицах останется по 11 петель с одной стороны и с другой стороны. Так, вот у меня уже на спицах 11 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 11. С одной стороны. И с другой стороны тоже 11 петель. Сейчас мы с вами будем закрывать уже, то есть делать убавки в каждом ряду. То есть получится, мы с вами сейчас провяжем один ряд, будем делать убавки в начале и в конце. Затем опять будем делать убавки и еще раз. То есть у нас сейчас 3 ряда подряд будут делаться убавки в начале и в конце ряда. На одной спице и на другой. И таким образом мы с вами 3 раза пройдемся. Получится на одной спице уже будет 6 убавок. Сейчас у нас 11 петель. 6 убавок мы с вами сделаем. Останется 5 петель. И эти 5 петель мы с вами будем закрывать иглой. Дело в том, что вот эта ниточка, она позволяет, скажем, закрыть петли. И я думаю, с помощью иглы, которой вот стягиваются петельки иголкой и протягивается вовнутрь. Если кто-то не умеет закрывать петли швом петля в петлю, вы знаете, вы можете перейти по ссылочке. Сейчас она появится в правом верхнем углу. И посмотреть, как провязывается этот шов. Выполняется он, в принципе, несложно. Самое главное, нужно разобраться, куда вводить вот эту вот иглу. Вот. Если кто-то, скажем, не осилит этот шов, эта ниточка позволяет закрыть петли. Просто вот стягиваем иголочкой, как я сказала, и заправляем вовнутрь. И на этом у нас носочек будет готов. Так, вот я уже полностью закрыла наши эти петельки последние. Вот так оно выглядит поближе. Все аккуратно. Носочки получились очень мягкие. Вы знаете, ну просто вот такая вот нежность. Так, ну выверну наизнанку, покажу, что у нас на изнаночной стороне. Вот у нас получается, это лицевая гладь. Здесь у нас изнаночная гладь. Это у нас пяточка и манжет, паголенок наш. Это у нас изнаночная сторона. Видите, они хорошо смотрятся и по изнаночной стороне, то есть можно, в принципе, носить на любую сторону. Ну и размеры готового носочка следующие. От мыска
до пятки 25 сантиметров. То есть это размер 39-40. Здесь ширина у нас пагренка 10, может 10,5 сантиметров. Носочки очень мягкие, очень такие нежные. Вы знаете, действительно, я думаю, что будут радовать того, кому они предназначены. На этом у меня все. Мне осталось сейчас вязать еще один носочек. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Переходите по ссылочкам в описании, там много есть тоже интересного, полезного по вязанию. Если остались у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях, на все отвечу. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч!